coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parade, парад осужденных или виновных. И сейчас мы наконец-то приступаем к расследованию, так как мы уже добыли в предыдущей серии, гляньте, ее сейчас подсказочка вылезет, в архив ключ. И это было довольно тяжело, нам пришлось сильно так побегать по всему лагерю, поискав, найдя этот ключ. Никто не знает, что я здесь, и вряд ли кто-то войдет. Отлично, теперь я могу вскрыть конверт. Ну ща. Конверт. Скрываем его. О, ну что я ожидалось, это все-таки убийство, подожди. Ножевые ранения. Глаза, что-то глаза ему замотали. Кровь. Глаза, кажется, выколоты. Кляп во рту. Револьвер. А это что такое? Может, просто воображение или что это? Да. Какого черта? Вагнер предлагает мне расследовать это? Зачем? Протокол осмотра трупа. Основные выдержки. На трупе найдены рубашка и брюки. Рядом с телом найден револьвер, заряженный 5 патронами. Во рту убитого обнаружен кляп из хлопка, пропитанный неизвестной биологической жидкостью, предположительно слюной. По краям рта субстанция, представляющая собой неизвестное пенистое вещество. Такое же было обнаружено в ротовой полости. Между бровей огнестрельная рана. Нижняя часть бедра убитого имеет по 4 глубоких продольных пореза по обе стороны на 2 ногах. На запястьях рук по 8 мелких неглубоких порезов. Глазные яблоки отсутствуют. Их скрывает пропитанная кровь хлопковая ткань темно-зеленого цвета. Кстати, кисти рук до самых запястья сильно обожжены. Ступни ног до наружные и внутренние лодыжки сильно обгорели. Рядом с телом был замечен неопознанный знак. Причина смерти пока не ясна. В приложении имеется фотография. Здесь просто описание убитого. Противно читать. В голове роились тысячи вопросов, но самым главным был, что делать дальше. Я не знал ни имени убитого, ни где произошло преступление. Я не знал, кем этот человек приходился Вагнеру. Его сослуживец, начальник или, может быть, родственником. Как расследовать преступление, где найти улики, кого опрашивать и как это сделать незаметно? Черт! Я поглубже вздохнул. Выбора нет. Для начала спрячу эти документы, поищу хоть какие-то зацепки. Может, за этим жестоким преступлением стоит простая история? Что-то я сомневаюсь. Где бы мне их спрятать? Думаю, это место подойдет. Слишком заметное, в шкафчик не подойдет. Слишком глупо. А вот сюда вот. Давайте в архиве. Думаю, это место подойдет. Давайте спрячем тут. Спрятать здесь. Я спрятал конверт с фотографиями и статьей в один из шкафчиков. Сюда редко заглядывают. Доказательство тому толстый слой пыли внутри. Кстати, да. А теперь стоит получше осмотреть библиотеку и архив. Старые медицинские карточки. Наверное, этих солдат уже нет в живых, раз они хранятся здесь. О, смерть Берната Шульца. 28 мая 1914 года на 80-м году жизни был жестоко убит генерал специального отряда миротворцев Бернат Шульц. Бернат Шульц родился в семье простых полевых работников. По окончанию школы поступил в военное училище, где ему было присвоено звание старшего сержанта. Более 30 лет он непрерывно служил нашей армии с получением звания генерала создал отряд миротворцев. Бернат Шульц был строг и прямолинеен. Солдаты любили и уважали его, а некоторые испытывали благоговейный трепет. Он сполна выполнил свой долг перед Родиной и был неоднократно награжден. Благодарность Бернату Шульцу и светлая память о нем сохранилась в наших сердцах до самого последнего вздоха. Похороны состоятся
состоятся 6 июня в 9 часов утра на военном кладбище. Жестоко убит генерал Бернард Шульц. В документах Вагнер день и год не указаны, однако может ли Бернард Шульц быть тем самым убитым? У них похожие черты лица, тон и длина волос, борода и родинка на правой щеке. Мне же не кажется? Нужно узнать сегодняшнюю дату, возможно, убийство произошло недавно. У нас нет дезертиров, Фердинанд Шмидт утверждает, все солдаты верные сторонники и никогда не передадут. Кресло довольно жесткое, думаю, здесь приятно сидеть вечером, но судя по слою пыли, в архив редко заходят. Странно, что Оливер не пользуется этой комнатой, чтобы отдохнуть от шумных товарищей. Может, ему не надоедают люди вокруг? Сомневаюсь. Заголовки. Чем травят своих солдат враги в армейской столовой? Вегетарианство в тяжелое время. Как приготовить сытный ужин из ничего и спрятать его от соседей. Не думаю, что эта информация мне пригодится. Ну а кто знает, возможно. О, Бернард Шульц снова на коне. На прошлой неделе отряд миротворцев одержал очередную победу над группировкой врага. Бернард Шульц снова показал себя превосходным генералом. Его новейший проект демонстрирует поразительные успехи. Вчера мы оперативно взяли блиц-интервью у его подчиненных. Это запрещено правилами внутреннего распорядка. Однако, знаете, что нас поразило? Нет? Тогда прочитайте это. Солдат, наш генерал очень отважный человек. Мы его и уважаем, и боимся. Не подумайте ничего плохого, генерал требователен. Иногда настолько, что жесток. Он не позволяет нам эмоций и не проявляет их сам. Я не знаю, плохо ли это, но нам страшно. Блин. Важна ли эта информация? Да очень важная. Вот тебе и мотив, кстати. Вот тебе и мотивчик. Обычная коробка, в ней ничего нет. Подзолистые почвы, северооборот на подзолистых почвах, севооборот, да, на подзолистых почвах. Компостирование, как крупный рогатый скот убивает наши земли. Почвоведение для чайников. Тут нет нужной информации. Но, возможно, это намек на ситуацию с нашим миром. Статьярки в библиотеку. Тут Толстой, Гёте, тут ни хрена. Так, тут ладно, тут пустоватенько. Алхимия? Нафига? Алхимия? Посмотрим. Сульфат. А, я понял. Сульфат магния, кстати. Подожди, а если сейчас мы глянем, ну, вы понимаете. Я видел похожий знак на фотографии убитого. Если присмотреться, заметно, что знак у тела Шульца состоит из элементов химических символов. Возможно, он связан с этой наукой. Я нахмурился. Однако изображения знака здесь нет. Придется искать его расшифровку в другом месте. Думаю, теперь можно попробовать расспросить кого-нибудь о преступлении об этом знаке. Так, но это только тот, кто в алхимии шарит, подойдет. Ой. Нем, это что такое? Ой, тьфу ты. Блин, я даже Немо, снова ты, чего ты такой испуганный? Встретил привидение? Я изобразил беззаботность. А, нет, я искал, чтобы почитать. О, могу посоветовать. Когда читаешь, много узнаешь о людях. Я бы с удовольствием спросил тебя, но Оливер не дал договорить. Прочитай «Госпожу Баварии» Флобера. Потрясающая книга, мне так понравилось. Описание смерти главной героини. Даже вспомнилось детство и то, как умирала моя бабушка. Оливер улыбнулся, и у меня по спине пробежали мурашки. Уж слишком контрастировали его слова с эмоциями, это уж точно. Так, с такой радостью говорить о смерти бабушки. Правда, соболезную. Не стоит, много лет прошло. Кстати, согласись, люди умирают интересно, особенно когда это происходит медленно.
Я бы хотел сам все прочувствовать, со стороны смотреть. Все со стороны смерть выглядит загадочно. Я не совсем тебя понимаю. Ты когда-нибудь был на похоронах? Не помню. Там царит особая атмосфера, нигде такой больше нет. Оливер задумался, а я воспользовался паузой, чтобы сменить тему разговора, пока мне было сложно понять ход его мыслей. Скажи, Оливер, какой сейчас год? Ты даже этого не помнишь? Сегодня 7 июля 1915 года. Выходит, Бернард Шульц убит больше года назад. Можно еще вопрос? Ты слышал о Бернарде Шульце? Блин, ну этот вопрос слишком прямой. А вот тут уж, извините, уж я сейчас просто пробью просто нафиг головой. Я сейчас просто пробью себе нафиг головой стол. Это самый глупый, ну серьезно, он буквально спросил в лобовую. Сразу из ниоткуда вылазит это имя. Ну блин, в лобовую спрашивать об этом тупо. Прям очень глупо, ну прям очень-очень глупо. Тут я даже соглашусь с Яковом, если Яков нас дурачком называл доверчивым или каким-то странноватым. Тут мы реально странноватые, блин. Ты в лоб буквально спрашиваешь человека о генерале, о человеке, который из ниоткуда у тебя выполз, хотя ты ни хрена не помнишь. Какого фига ты о нем узнал, где ты узнал, почему хочешь узнать и так далее. Куча вопросов, которые потом сейчас нам Оливер задаст, ну 100%. Эх, попали. Меня одолевали сомнения, а вдруг он все поймет? Оливер перестал улыбаться. Непринужденность не сменилась настороженностью. Откуда ты его знаешь? Слышал это имя во время сражения вчера. Я побледнел. Только бы вранье не раскрылось. Ай, он 100% поймет, что ты врешь. Ну 100%. Ты, блин, побледнел. А, вот как. Пока он молчал, я дрожал от страха. Бернард Шульц не особенно любили подчиненные и коллеги. Недоброжелателей он имел немало. Ты говоришь в прошедшем времени. Стало быть, он мертв? Ну да, его убили. Убили? Я делал вид, будто ничего не знаю. Уже год как. А откуда ты его знаешь? Разве ты не слышал, что он был генералом? Притом известным. Я притворился, будто это для меня новость. Вот оно что. Хоть он и одержал много побед, человеком был никудышным. Отчего же? Оливер покачался на ногах и задумчиво покрутил двумя пальцами цветок на груди. Почему ты им интересуешься? Ну, знаешь, вдруг это поможет мне вернуть воспоминания. Все равно непорядок. Нужно будет упомянуть в отчете твое неподобающее поведение. Это всего лишь человеческое любопытство. Любопытство. Ого, как знать, человеческое любопытство. Ого. Вот катился градом, взгляд бегал по библиотеке в поисках спасения. Нужно было срочно отвлечь его. Ты боишься войны? Как ты возглавил отряд? Вот это лучше, потому что ты боишься войны глупо, он все-таки военный. Как тебе удалось возглавить отряд? Оливер неожиданно рассмеялся. Не такой уж я и главный. Звание у всех одно. Руководить отрядом мне приказал командир, хотя по бумажкам я рядовой. Формально все равны, вот меня никто и не слушает. Но почему именно тебя? Я лучше всех пишу отчеты. Эта фраза прозвучала с такой гордостью, словно Оливер в одиночку расправился с целой армией. Только из-за этого? Еще благодаря неподвластному эмоциям разуму. Я одобрительно кивнул, хотя не понял, что он имел в виду. Или я недогадливый, или Оливер плохо объясняет. Мне пора идти, сегодня нужно сдать отчет. Насвистывая незнакомую мелодию, Оливер медленно вышел из библиотеки. Я остался один. Ну, наконец-то мы свободны. Сомнений нет, убитым был именно Бернард Шульц, известный, по словам Оливера, генерал. Но почему Вагнер сам этого не сказал? К чему недомолвки? Когда правда поможет быстрее расследовать преступление? Возможно, Оливер не единственный, кто знал его. Стоит расспрашивать о Бернарде Шульце остальных членов отряда.
Что-то это как-то подозрительно, и сейчас мы будем бегать туда-сюда. Зная, какие они дружные вместе, и сам Вагнер это упоминал, мы, скорее всего, опять себя на подозрение навлечем на себя только. Так, он все еще на месте. Скорее всего, сейчас разблокировался Ганс. Ну да, как я и предполагал. Ганс разблокировал. Кстати, подожди, давай назад отойдем на всякий. Так, тут пустоватенько, тогда можно уходить. Давайте еще что-то посмотрим. Я хочу еще что-то посмотреть, потому что я знаю такую вещь, что если мы куда-то кликнем не туда, мы можем что-то пропустить. Я тут еще, понимаете, крот. Я думаю, вы знаете. Я тут еще крот, и я люблю все исследовать по часами бегать туда-сюда. Хоть, конечно, я, конечно, это еще и недолюбливаю подобные моменты, когда тебе время, например, тебя подгоняет, а тут хотя бы нет этого чертового времени. Так, с Гансом я уже не поговорю, точнее, это не Ганс, это Вольфганг. Подождем, куда нам тогда? В женскую спальню нам точно не надо? Нет, туда я не пойду. Мне там делать нечего, ну понятно. Он сейчас в очереди стоит, что ли? Да, нет никого. Вагнер отказался мне помогать. Ясно. Значит, тут нам делать нечего. Ну, пошли тогда отсюда. Пошлите. Надо пойти к Гансу. Это последний персонаж, который еще активен. Ганс. Спиной ко мне сидел Ганс в наушниках и что-то мастерил из разных железяк. Я подошел ближе и положил руку на его плечо. «Чем занимаешься?» Ганс вздрогнул и обернулся. Тут же судорожно сдернул наушники, вскочил и с тревогой посмотрел на меня. «Нема, почему ты так тихо вошел?» «Прости, не думал, что так выйдет. Что делаешь?» Я пытался разглядеть странный прибор, который он за собой загораживал. «Это не то, что ты подумал, это вовсе не портативный радиоприемник». «Спасибо, ты прям все объяснил». Ганс побледнел, поняв, что случайно проговорился. «Я так и думал, совсем не похоже». Ганс молча и из-под лобья посмотрел на меня. «Ты же все понял, да? Не вижу в этом ничего плохого. Ты, должно быть, хорошо разбираешься в радиотехнике». «Верно, но теперь все пропало». Его лицо в мгновение опечалилось. Я почувствовал жалость. Стоило его подбодрить. «Чего ты боишься? Не расстраивайся, я никому не расскажу и не буду смеяться». «Я должен был починить наш радиоприемник после вчерашнего нападения. Он требует ремонта. И попытаться настроить его на частоту врага. Но вместо этого я конструирую новый, маленький». «Зачем он тебе? А ты не выдашь меня?» «Обещаю». Ганс огляделся и потом приблизился ко мне и зашептал на ухо. «По новому приемнику можно будет слушать музыку. У нас это запрещено. Я его подарю кое-кому». «Кому?» Ганс смущенно отстранился, его зубы выбивали нервную дробь, а ладони торопливо растирали плечи. «Я не могу сказать. Посмотрел лучше в окно». Я последовал его совету, но на площадке было пусто, разве что иногда мимо пробегали незнакомые солдаты. Ганс встал рядом и засопел. «Красиво, правда? Вон пролетела бабочка. Мы с ней знакомы, вот уже кому хорошо живется на воле. Летаешь себе и летаешь». Ганс прикрыл глаза и внезапно громко чихнул. От неожиданности я отскочил. «Прости, не успел предупредить. Я чихаю иногда». Шмыгнув носом, Ганс вытер его концом шарфа. «Ты простудился?» Нет, конечно, просто холодно. Но этот холод снаружи, понимаешь? Внутри мне тепло».
Последняя фраза прозвучала еле слышно. Ганс снова покраснел, видимо, подумав о чем-то своем. После этого уточнил. «Меня согревают...» «Что тебя согревает? Подожди. Что тебя согревают?» «Меня согревает только человеческое тепло. Физическое?» Тут лицо Ганса вспыхнуло, он сильнее обхватил себя за плечи и начал резко пятиться назад, пока не наткнулся спиной на стол с приборами. И едва устояв на ногах, он протестующе замахал руками. «Совсем нет, я про душевное взаимопонимание, и это тепло я могу получить только от одного человека». Я начал догадываться, о ком шла речь. Ну, разумеется, где она? О, Хельга, разумеется. Кто же еще? Это Хельга. Я прав? Ганс закрыл лицо руками и после короткой паузы слегка кивнул. Как ты узнал? Я же ни разу не говорил. Но при этом ты постоянно за ней носишься, как угорелый. Странно это не приметить. Это было очевидно. Наверное, я просто догадливый. Ну что ж, теперь я могу сказать, что благодаря Хельге уже меньше боюсь сражаться. Когда смотрю на ее прекрасное решительное лицо, то чувствую, как во мне растет отвага. Ты очень дорожишь Хельгой. Стоит сообщить ей об этом. Ты правда так думаешь? Почему нет? Людям приятно знать, что они кому-то нравятся. Я все равно не решусь ей сказать. Хельга такая красивая, смелая, а я... А ты умный, раз в одиночку можешь собрать радио. Ганс просиял. Спасибо, Нема. Я подумаю. Мне пока нравится просто наблюдать за ней. Это очень интересно. Ганс снова чихнул и поежился. Я решил подойти к главному вопросу издалека. Тебе довелось воевать? Нет, я радист, мне обычно не дают сражаться, хотя я умею. Ты сам вчера это видел. Почему Вагнер называет вас специальным отрядом? Поджав губы, Ганс пару секунд напряженно сопел, глядя в потолок. После этого он снова уставился на меня. Я ждал ответа, стараясь не выдать заинтересованности. Отряд особенный, потому что мы необычные. В чем это проявляется? Я, честно говоря, сам пока не очень понимаю. Есть у меня одна догадка. Какая? Не могу сказать, прости, Немо. Ребята рассердятся. Я еще не знал, под каким предлогом завести разговор о Шульце. Ничего подходящего в голову не приходило. Послушай, Ганс, я пытаюсь вспомнить все самостоятельно. Ты случайно не знал Бернальда Шульца? Он был генералом. Ганс выпрямился и отвернулся к окну. Знаком никогда не был, только слышал о нем. Он был знаменит. Все. Его жестоко убили. Преступника нашли? Внезапно Ганс рассердился. Почему ты задаешь эти вопросы? Откуда я знаю? Мне все равно. Кто-то умирает каждый день. Ничего удивительного. Никто даже не знает их имен. Черт, кажется, я переборщил. Нельзя было быть таким напористым. Настойчиво. Ага, ты, у Оливеру сразу, с выхода, прям на выходе из библиотеки спросил его о Бернаде Шульце, даже не задумавшись хоть о каком-то, так скажем, каркасе диалога. А тут удивляешься, что они все так с таким подозрением. Хотя, честно говоря, их настороженность как-то подозрительна. Чё они так, все полошатся, как только их упоминаешь, этого генерала? Тем не менее, реакция меня озадачила. Чего он боялся? Вот именно, да. Чего это он боится? Прости, тот случай показался мне интересным. О мире мне никто не рассказывать не собирается. Вот и приходится изучать его самостоятельно.
Ганс поджал губы. Вряд ли эта история поможет тебе что-то узнать. Просто подожди, когда-нибудь тебе все расскажут. Ведь теперь ты один из нас. Не бойся. Что-то мне кажется, мне надо бояться все равно. Один из вас я или не один из вас. Ганс не догадывался, насколько умело Вагнер вел игру за их спинами. Я не могу дать и намека на истинную причину любопытства, ведь это угрожало бы моему будущему. Придется снова врать. Ты прав. Смотри, я нашел в книге необычный символ, но расшифровки там не оказалось. Это вроде алхимический знак. У них такие интересные трактовки. Может, видел такой? Я хотел попросить бумагу, чтобы начертить этот знак, но Ганс потерял интерес к разговору и вернулся к радиоприемнику. Это по части Якова. Он увлекается алхимией. Может, он что-то тебе скажет? Блин, я, угадал, что Яков 100% этих... Ну, хотя в алхимии разбирается, у него же там значок есть на маске. Кстати говоря, да. Ну, значит, так говорится, тыкнул в небо и угадал. Я хотел уже уйти, как Ганс окликнул. Не говори никому, чем я тут занимаюсь, хорошо? Можешь не переживать. Ганс с благодарностью улыбнулся. Ну что ж. Карандаши, ручки, какие-то провода, ничего интересного. Спросить Якова об алхимическом знаке на трупе. Ну, я думаю, поговорим мы с ним уже... Ой. А вот тебе и готовка. Пришла любительница поготовить. Навстречу мне спешила встревоженная Дорис. Наверное, на сегодня мое расследование закончилось. Кстати, идеальное место для того, чтобы и саму серию закончить. Вот ты где, Омен. Пришло время дежурства. Забыла сказать, после ужина тебе надо во всей казарме помыть полы. Я знаю отличный способ. Она схватила меня за руку и потащила к казарме. Ну что ж, остаток дня я провел на кухне. Дорис долго придумывала, как чистить картошку, потом сочиняла новую методику приготовления ужина. Я смог выполнить свои обязанности только через несколько часов. Умело она руководит, конечно, да ладно. На этом мы и закончим, я полагаю. Да, разговор с Яковом пришлось отложить до завтра. Ну, а продолжим мы уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось, что-то все прям интересно все. Все интереснее и интереснее ситуация. Интересно, что дальше будет. Ставьте лайки и дизлайки, пишите комментарии, предлагайте игры для прохождения, новелки там или другие игры, обсуждайте. И буду рад обсуждать игру, только не спойлерить. Спойлеры я очень бы не хотел бы увидеть в комментариях, очень вас об этом прошу. Буду рад с вами поболтать. Загляните в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И не забывайте жать на кнопочку подписаться на колокольчик, так вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!